Приветствую вас, это Руслан Левиев. Сегодня 28 февраля. Помимо последних новостей с линии фронта, сегодня поговорим об итогах 4 лет полномасштабной войны. Основные продвижения российских сил касаются славянско-краматорского направления. Группировке войск «Запад» удалось продвинуться на Лиманском направлении в районе реки Северский Донец, в районе сел Деброво и Лиман. Это позволило группировке войск «Юг», которая наступает южнее реки Северский Донец, провести успешные наступательные действия в районе села Кривые Луки, а также завязав бои за Коленники. Также эта группировка войск захватила Новомарково, Приволье и Миньковку. Украинские силы в ходе своей наступательной операции на юге, в районе Запорожского направления, смогли войти в село Терновое Днепропетровской области. Есть кадры присутствия украинских солдат в нем. На Покровском направлении идут активные бои в районе Белецкого, Родинского и Гришина. Изменений по линии фронта на этой неделе не так много. Поэтому давайте перейдем к самой обсуждаемой теме этой недели – годовщине войны. За прошедшие 4 года война поменялась очень сильно. И первые же дни вторжения показали, насколько важна объективная, независимая информация, без которой ты изначально будешь неверно строить планы. Неудавшийся блицкриг, превратившийся в блицкринж. День на днях спросили, изменилось ли что-то в подходе российского командования по части донесения объективной информации о происходящем на передовой. Как мы прекрасно видим по примеру Купинского направления, нет, не изменилось. Командующие группировки войск, генералы все так же докладывают ложную информацию наверх, в Генштаб и Путину. Российская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по тем районам, которые уже заявлены захвачены. Это подтверждает, что генералы понимают уровень своего вранья. Ведь тогда бы они не позволяли наносить удары по своим же тылам. Также они врали Путину и в 2022 году, говоря, что стянутая к Украине из-за действия в наступлении группировка войск состоит только из контрактников. А мы тем временем публиковали фотографии первых попавших в плен срочников. Знаменитая белоусовская «ошибаться можно, врать нельзя» никак не помогло. Практика обмана не исчезла. Армия России образца 22 года в принципе не была рассчитана на затяжную позиционную войну. Вспомните новости начала 22 года. Одна из наиболее часто встречавшихся тогда аббревиатур – БТГ, что расшифровывается как «батальонно-тактическая группа». Еще со времен министра обороны Сердюкова шло сокращение численности российской армии, и особенно пехоты. Основным соединением при Сердюкове были бригады постоянной готовности, которые должны были быть мобильными, а в их основе стояли бы контрактники. В целом же общая численность личного состава уменьшалась. При Шойгу после 2013 года бригады начали разворачивать в дивизии, то есть укрупнять их. Однако практика сокращения пехоты продолжилась. В новых дивизиях было меньше батальонов постоянной готовности, а часть подразделений были кадровые. Кадровые подразделения – это части, которые на бумаге существуют, но в мирное время они укомплектованы лишь частично. То есть существует только скелет. Есть офицеры, есть немного сержантов и техника на хранении. Если же война, то объявляется мобилизация. Техника снимается с хранения, и численность дивизии доводится до полной. То есть к 2022 году сложилась в армии России ситуация, когда у нас ого-го дивизия, а смотришь реальную численность личного состава, там 40, 30, а местами и 20% от штатного расписания. Так армия России строилась потому, что содержать человеческий ресурс – это дорого. Уж теперь-то с горизонта 26 года мы с вами это особенно прекрасно видим. Кто все еще не увидел, почитайте выкладки немецкого экономиста Яниса Клюге о состоянии российских региональных бюджетов. При этом в боевых подразделениях, в частях постоянной готовности, должны быть в основном же контрактники, поэтому это дорого. Вместо людей деньги вкладывали в технику. Увеличили в соединениях долю танков и артиллерии, развивали реактивную артиллерию, все вот эти вот грады, смерчи, ураганы, развивали оперативно-тактические ракетные комплексы, типа тех же «Искандеров», развивали противовоздушную оборону и авиацию. Идея заключалась в том, что Россия не будет участвовать в затяжных войнах. Если война, то мы покажем всю свою огневую мощь и просто резким нахрапом сломаем противника, обезглавим и победим. Если Россия будет с кем-то воевать, то это будет быстрая победоносная война. И в рамках такой идеи те самые батальонно-тактические группы были понятной и логичной структурой. Такие БТГ – это средства прорыва, но не удержания линии фронта. Ну потому что не предполагалась долгая позиционная война. Если же у вас блицкрига не получилось, то для удержания территории, на которую вы зашли, вам нужна пехота. Много пехоты. А ее не было.
Думали, у нас получится, как Крым весной 2014 года, только на стероидах. Быстро перейдем в режим оккупации, а для контроля оккупированной территории у нас есть Росгвардия. В итоге вместо того, чтобы концентрировать силы на одном направлении, они растянули линию фронта и наступали сразу на множестве разных оперативных направлений. Причем как они сделали? Они взяли российские военные округа и сделали из них отдельные группировки войск. Это группировки войск Запад, Юг, Центр и Восток. Плюс военно-воздушные силы разделили на 4 части, каждая из которых покрывала свою группировку. И все это плохо координировалось между собой. Так что это было как будто 4 отдельных вторжения в рамках одного большого. Упомянутая мной группировка войск Запад воевала под Харьковом. У них в качестве пехоты были в том числе мобики ЛДНР. Многие про такую категорию уже и не помнят. А мне эти времена запомнились по кадрам из Донецка и Луганска, где на улицах было невозможно встретить мужчин. Российская мобилизация еще не была объявлена, так что пехоты критически не хватало. Поэтому осенью 2022 года, когда украинская армия контратаковала под Харьковом, она практически разгромила группировку войск Запад. И это при том, что приоритетным направлением украинских контратак в тот же самый момент был оккупированный Херсон. Так что бои под Харьковом осенью 2022 года – это, пожалуй, крупнейшее российское военное поражение в этой войне. В отсутствие нормальной штурмовой пехоты в роли таковой приходилось использовать десантников и морпехов. Это приводило к их большим потерям. А ведь это элита вооруженных сил России. Это те воинские части, которые проходили реальную подготовку и слаживание. В целом, в 2022 году очень сильно пострадало кадровое ядро российской армии. Война выбила офицеров рот, батальонов и бригад, сержантов, контрактников в боевых должностях. Это те люди, которых готовили годами. Их невозможно быстро заменить какой-либо мобилизацией. Вспомните недавнее интервью Валерия Залужного агентству Associated Press про украинское контрнаступление лета 2023 года. Бывший командир полка Азов Нацгвардии Украины Богдан Кратевич критиковал аргументы Залужного и, среди прочего, говорил, что одной из причин провала контрнаступления были свежесформированные подразделения. Они были наполнены мобилизованными людьми, которые не проходили нормальную подготовку и слаживание. И ведь действительно, даже за 3 месяца ты не подготовишь человека к службе в бригаде, которая потом должна отправиться в наступательную операцию. Это невозможно ни в российской, ни в украинской армии. Соответственно, отсутствие достаточного количества пехоты, что приводит к военному поражению России под Харьковом в 2022 году. Вывод – нужно срочно проводить мобилизацию. Мобилизация была тоже проведена хаотично. Единственным принципом для распределения по подразделениям была география. Так что если в каком-нибудь Челябинске забирали мужчину, который когда-то служил в ВДВ, то вместо того, чтобы отправить его в десантники, что вроде бы логично, его отправляли в танковые войска. Потому что под Челябинском находится танковая дивизия. И наоборот, если вас забрали в Пскове, а вы когда-то служили ПВОшником, то пойдете в десантники. Всякие там показатели здоровья вообще не брались в расчет при распределении набранных. Все это привело к тому, что как таковой элиты армии России больше нет. Ну, разве что кроме сил специальных операций. Но они очень малочисленны. Плюс в дальнейшем свои особенности методов управления людьми и взаимоотношения с окружающими привнесли в армию бывшие заключенные, которых уже после Пригожина начала активно вербовать армия России. Так что армия России образца 26 года и армия России образца 22 года – сильно разные вещи. Та армия, хоть и не была готова к затяжной позиционной войне, но все же по качеству личного состава была совсем иной. В армии любят повторять фразу «Артиллерия – это боги войны». Эта фраза приписывается Сталину, якобы он впервые это сказал где-то в 1940 году. И первые 2 года полномасштабной войны артиллерия действительно играла главенствующую роль. В те времена журналисты любили задавать вопрос: а сколько артиллерийских снарядов в год производит Россия? А сколько артиллерийских снарядов в год поставляют Украине? В 1926 году артиллерия уже не является богами войны, но по-прежнему очень важна. Хотя вопросы про количество артснарядов мне уже давно не задают. Прибытие западной артиллерии для Украины довольно-таки существенно повлияло на динамику боя. Мне сходу вспоминается переправа под Белогоровкой. Это когда российская армия пыталась форсировать реку Северский Донец на Лиманском, Северском направлении. Вот тогда впервые проявили себя свежеприбывшие в Украину 3 топора – американские гаубицы М777. Они на этой переправе уничтожили под 100 российских танков, плюс еще около 500 российских солдат погибло. Мне вспоминается первое прибытие американской реактивной артиллерии «Хаймерсов». Помню, как по 2-3 раза в неделю приходили новости, что там накрыли полевой склад боеприпасов, здесь уничтожили командный пункт,
Так что да, вплоть до конца 2023 года артиллерия играла решающую роль. При этом российская армия показала, что она умеет адаптироваться к меняющимся обстоятельствам войны. И спустя где-то месяц такого активного уничтожения складов боеприпасов они были перераспределены. Логистика была переделана. Повторюсь, что и ствольная, и реактивная артиллерия по-прежнему играют огромную роль в войне. Без них беспилотники не были бы так эффективны. Весной 2023 года Россия начинает применять новый тип оружия, который нам хорошо известен по аббревиатуре УМПК. Она расшифровывается как универсальный модуль планирования и коррекции авиабомб. По сути, это крылья и система точного наведения для авиабомбы. С весны 2023 года российская армия, наряду с артиллерией, начинает активно применять такие планирующие авиабомбы. И вот недавно военнослужащий украинской армии Александр Солонко, у которого есть довольно-таки популярный твиттер, писал, как превосходство по количеству авиабомб помогает России в продвижениях по линии фронта, особенно в рамках боев за населенные пункты с многоэтажной застройкой. Даже если какие-то бомбы попадают не точно, их количество такое огромное, что становится невозможным удерживать оборону на определенных участках фронта. Именно следы попадания артиллерии и авиабомб, а не следы попадания беспилотников, изучает французский исследователь Клеман Мален. И каждый раз видна строгая закономерность. Где Россия больше всего насыпает авиабомб и бьет артиллерией, именно там российские войска больше всего продвигаются. Я чуть ранее вспоминал Белогоровку в контексте первого применения гаубиц М777. А вот к западу от нее находятся села Закотное, Кривые Луки, Калинники и Резниковка. Именно там сейчас особенно много авиабомб сбрасывает российская авиация. И особенно активно работает российская артиллерия. И именно там в последнее время постоянно продвигается российская армия. Советские запасы авиабомб уже давным-давно исчерпаны. Все авиабомбы, сбрасываемые сейчас, свежего производства. Россия производит и применяет в год 60 тысяч авиабомб. Вы часто слышите, особенно от издания «Астра», что российская авиация опять уронила где-то в Белгородской области авиабомб. И таких случаев за год набирается под 200. Но это меньше 0,5% от общего количества запускаемых бомб. Поэтому с этой ситуацией толком ничего не делают. Уровень брака в норме, скажем так. Начиная с 2024 года случается расцвет беспилотников. Они постепенно становятся основным средством поражения в этой войне. Данные обеих сторон, которые мы видим, показывают, что 70-80% потерь происходит в результате ударов беспилотников. Поначалу украинская сторона сильно обгоняла в этом Россию. Тем более, что в украинской армии развивали беспилотники еще в те времена, когда российские генералы воспринимали их не более чем как свадебные дроны. Но опять-таки, вот что хорошо умеет делать российская армия, так это копировать чужой успешный опыт и быстро масштабировать его. Поэтому сейчас по тактическим беспилотникам уже плюс-минус паритет. Тем не менее, на них делается большая ставка обеими сторонами. Обе армии создали у себя новый род войск – беспилотных систем. Вы в последние дни, наверное, особенно часто слышите про этот род войск. Особенно если вы какой-то российский студент. Потому что сейчас по российским университетам спущен план о необходимости набора контрактников в армию. И все это подается под соусом набора в новый элитный род войск – войска беспилотных систем. Сообщения о такой агитации в университетах, промывании мозгов, давлении на студентов мы сейчас получаем пачками. Студентам обещают, что это контракт всего на год, а через год вернетесь к учебе. В действительности, даже если в контракте написан срок действия в год, то приоритет имеет указ Путина о мобилизации, который не отменен. А в этом указе прямо написано, что все контракты Минобороны России являются бессрочными, независимо от того, что в них написано. По части беспилотников и фронта можно отметить тенденцию, что растут потери среди операторов беспилотников. Они становятся приоритетной целью на войне. По тактическим беспилотникам, то есть тем, которые работают непосредственно по передовой, бьют по атакующим солдатам, технике, сейчас паритет. По дальнобойным беспилотникам разница есть, но это не оказывает какого-то мгновенного эффекта на динамику боевых действий. А вот есть еще беспилотники оперативно-тактического уровня. Это те беспилотники, которые бьют по объектам в ближних тылах. Не по тем, которые в Киеве или Белгороде, а по тем, которые в 20, 30, 50 километрах от линии фронта. Скажем так, по силам обеспечения. Этими объектами являются и позиции самих операторов беспилотников, логистика, обеспечение подвоза продовольствия и боеприпасов, вывоз раненых, объекты связи и наблюдения. Без этих сил обеспечения не может нормально работать передовая. Не могут нормально вести боевые действия люди на передовой. Поэтому, выбивая вот такие тылы, получается быстрее продвигаться на передовой.
Здесь есть сейчас преимущество у российской стороны. У них больше подобных беспилотников и больше таких подразделений. Самое известное из них, пожалуй, Рубикон. Подобная боевая работа будет сильно влиять на динамику боя в этом году. Это преимущество России сложилось еще в прошлом году, но оно не дает возможности коренным образом менять ход войны. Не происходит каких-то прорывов оперативного масштаба, то есть крупного масштаба. В прошлом году были прорывы России на Добропольском и Гуляйпольском направлениях. Но и там это было связано скорее не с тем, что как-то грамотно спланировали свой удар, а с тем, что была плохая координация обороны ВСУ на этих участках фронта. Добропольское направление украинская сторона в итоге смогла зачистить. По Гуляйпольскому направлению ситуацию плюс-минус купировали. Продвижение российской стороны там по-прежнему есть, но совсем не такие быстрые, как это было в конце прошлого года. Я отдельно отмечу, что война в прошлом году начала расширяться географически. Мы с вами увидели российские провокации в европейских странах не просто в формате диверсий, но уже и в форме нарушения воздушного пространства боевыми самолетами. Началась танкерная война. Мы увидели удары по коммерческим судам в Черном и Средиземном морях. Украинские безэкипажные катера, то есть морские беспилотники, оказались очень эффективным оружием. Смогли прогнать Черноморский флот России в сторону Новороссийска. И это позволило разблокировать портовую инфраструктуру Одессы, что важно для экспорта и импорта. Сейчас флот задействован только в части запуска крылатых ракет морского базирования «Калибр», которыми бьют по Украине. В последние дни, в связи с очередной годовщиной, я отдельно пытаюсь это подчеркнуть. Очень много спикеров на годовщину войны повторяют, как шарманка, одно и то же. России не удалось провести быструю победоносную войну. Российская армия показала, что она не является второй в мире. Украинская армия показала, что она является самой боеспособной в Европе. А за прошедший год Россия захватила 0,00001% территории Украины. Из-за этого у массового зрителя может создаться впечатление, что война постепенно затухает и скоро остановится сама собой. В действительности все ровно наоборот. Война разгорается. Да, там продвижение по линии фронта сильно замедлился. Но вот интенсивность войны кратно выросла за последние года. Интенсивность войны проявляется как в потерях убитыми военных, которые для России в 2025 году были рекордными за все время, так и в потерях среди гражданского населения, которые для обеих сторон в прошлом году были рекордными с 2022 года. Так что нет, огонь войны, наоборот, становится все больше. И все вот эти вот переговоры, которые раунд за раундом проходят в трехстороннем формате, увы, я не ожидаю от них какого-то прогресса. Не вижу причин думать, что в этом году война может быть заморожена. Пока что я больше уверен, что через год мы с вами будем обсуждать пятилетие войны. Вот такой тяжелый, неприятный конец сводки получается. Но я всегда за горькую правду. Нам с вами надо постараться выжить, пережить эти времена. Потому что от нас зависят наши близкие, наши родственники. Надо быть опорой друг другу в эти тяжелые времена. Когда-то наши прадеды приговаривали: лишь бы не было войны. Надеюсь, что их потомки не застанут тот ужас, который застали они во времена Великой Отечественной. Надеюсь, что у их детей, внуков и правнуков будет нормальная мирная жизнь. И наши космические корабли будут бороздить просторы Вселенной. Увы, по вине одного конкретного человека наше поколение вынуждено пройти через похожие ужасы. Теперь уже на нас лежит ответственность сделать так, чтобы наши потомки и наши дети не сталкивались с таким. Чтобы мы с вами в будущем приговаривали, лишь бы не было войны. Увидимся с вами уже весной, в марте. Пока.